Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом создания пасхального яйца в бархате. Яйцо диаметром 10 см обтягивать буду бархатом нежно-голубого цвета. Также в этом варианте пасхального яйца я буду использовать деревянную подставку. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! По шаблону из бархата вырезаю 2 заготовки для обтяжки яйца. Далее с помощью сантиметровой ленты и простого карандаша прорисовываю шов на пенопластовом яйце. Затем с помощью канцелярского ножа прорезаю этот шов. Напоминаю, что шов прорезать нужно не глубоко, так как при обтяжке бархатом этот шов еще увеличится. После этого начинаю обтягивать бархатом яйцо. Сначала обтягиваю низ, затем перехожу к верху и только после этого начинаю обтягивать боковые стороны яйца. Посмотреть более подробно, как обтянуть пенопластовое яйцо бархатом, можно по ссылке вверху. Вот такое нежное пасхальное яйцо получилось, и теперь осталось закрыть шов с помощью горячего клея тесьмой. Но сначала нужно подготовить деревянную подставку и соединить ее с яйцом перед тем, как закрывать шов на пасхальном яйце. Подставку я хочу окрасить в цвет металлик серебряный. И как всегда я буду использовать акриловые краски. Окрашивать подставку буду в 3 слоя. Так как акриловые краски сохнут быстро, процесс окрашивания и сушки займет примерно 40 минут. И, возможно, кому-то пригодится информация о параметрах подставки. Высоту подставка идет 5,5 см, а диаметр подставки 3 см. Подставка готова, краска уже высохла, и теперь я ее задекорирую стразовой цепью шириной 2 мм. Клеить цепь на подставку буду с помощью клея B6000. Подставка полностью готова, получилась очень нежная, и цвет этот отлично сочетается с бархатом нежно-голубого цвета. И перед тем, как соединить подставку с пасхальным яйцом, сначала нужно закрыть шов тесьмой. Я буду использовать вот такую тесьму в виде косички серебряного цвета. И для того, чтобы яйцо ровно легло в подставку, края тесьмы по низу яйца я сделаю тоньше. То есть распущу тесьму, и далее в видео я поделюсь с вами этим процессом. Так, я сделала с тесьмой с 2 сторон, и теперь можно соединять яйцо и подставку вместе. Это я буду делать с помощью горячего клея. Дам маленький совет: когда соединяете вот такие большие поверхности с помощью горячего клея, обязательно делайте фиксацию с помощью рук примерно 3 минуты. И вот такая красота получилась, все идеально сочетается между собой. Теперь осталось задекорировать яйцо стразами в цапах и стразовой цепью. Декорировать яйцо цепью со стразами буду с 2 сторон по краю тесьмы. Клеить все буду на клей B6000.
Вот так красиво и ровно цепь легла вдоль тесьмы. И еще один маленький момент. Цепь я прокладывала только вдоль тесьмы, не затрагивая при этом подставку. Точно таким же способом я добавлю цепь на другую сторону пасхального яйца. И после этого можно задекорировать яйцо стразами. Далее в видео покажу вам примерные узоры, которые я буду выкладывать из страз на пасхальном яйце. Помимо страз в цапах различной формы и диаметра, я буду использовать стразы в цапах диаметром 3-4 мм. С помощью одной стразы в цапах из узора я определяю середину на яйце. Далее выкладываю верхний ряд из страз, а затем выкладываю боковые узоры из страз. После проделанной работы можно приступать к выкладке узора из страз по середине пасхального яйца. Узор почти готов, теперь осталось добавить стразы диаметром 3-4 мм с помощью стилуса. Здесь клей я буду наносить на бархат сразу, на то место, где будет находиться страза, а затем с помощью стилуса добавлю стразу. Благодаря этому инструменту работа получается аккуратной и процесс идет быстрее. С лицевой стороны пасхального яйца узор полностью готов, смотрится очень нежно и аккуратно. Теперь осталось украсить другую сторону пасхального яйца. Для этого я использую всегда меньшее количество страз и выкладываю небольшой узор. Посмотреть более подробно, как я делаю раскладку и выкладку из страз, можно по ссылке вверху. Пасхальное яйцо диаметром 10 см с деревянной подставкой с россыпью из страз в нежно-голубом бархате готово. Я очень надеюсь, что такой вариант пасхального яйца с деревянной подставкой вам понравился. Буду рада обратной связи. А далее в видео поделюсь с вами, как это пасхальное яйцо смотрится со всех сторон. Надеюсь, видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Ссылки на материалы, также ссылки на свои другие соцсети я оставлю в описании под видео. До встречи на канале. Всем пока!